В этом видео мы поговорим с вами о скрытой причине одиночества. Почему женщина, возможно, это вы, до сих пор одинока? В чем причина и что делать? Идея этого видео возникла у меня буквально вчера спонтанно. Я в Инстаграме находилась и увидела значок прямого эфира у девушки, с которой в детстве я дружила, общалась, и она обычно не выходит в прямой эфир, она не блогер, поэтому я удивилась и зашла посмотреть, что она расскажет, что происходит. И девушка, оказывается, была в совместном прямом эфире с нумерологом, которому она задала вопрос: почему я до сих пор одна? Ей 33 года, так же, как и мне. И она испытывает трудности с тем, чтобы строить отношения. Мужчины попадаются специфичные, одного типажа, они очень властные, сильные, и с ними она может быть слабой. Но отношения в итоге не складываются. Нумеролог давал ей разные советы, рекомендации, с которыми я была как психолог не согласна. И я хочу сейчас рассказать свою точку зрения, потому что в 80% случаев долгого одиночества у девушки причина одна и та же. Итак, в чем же эта причина? Чаще всего девушки, женщины не чувствуют внутри истинного глубокого уважения к мужчинам в целом. Причины могут быть разные, начиная от того, что с папой отношения были своеобразными, могут быть на него обиды какие-то, может быть, он менял семью, заводил себе новую, и ребенок не согласен с этим. А может быть, папа действительно как-то плохо себя вел, например, пил много, бил маму, что угодно. Это разбирается уже в индивидуальной работе, это уже следующий шаг. Но именно причина одиночества в том, что девушка, женщина не согласна с мужским поведением. Она может не чувствовать, не замечать этого, но нет глубокого уважения. Это пример из жизни моего учителя. Когда я училась, нам рассказывали как раз-таки вот на теме одиночества и гордыни пример из практики моего учителя. Он вел группу, и в группе была женщина очень сильная, властная, подавляющая. Она жаловалась, что отношения с мужчинами так и не складываются, они все убегают от нее. Мало кто вообще хочет входить с ней в отношения. И он предложил ей эксперимент, вызывающий, провокативный. Он сказал ей: вот прямо здесь сейчас при группе представь, что это игра, это несерьезно, но сделай это, пожалуйста, сделай следующее, просто встань передо мной, сделай так руки, наклонись, скажи: спасибо, мой белый господин. Комично, чересчур, нежизненно, но согласитесь, если это просто терапевтическая игра, эксперимент. Сложно человеку сыграть эту игру, роль. Люди ходят в театр и тренируются там быть актерами, играют на курсы актерского мастерства. Можно на полу вообще свинью изображать. Что стоит в целях терапии попробовать сыграть вот этот жест? Спасибо, я тебе признательна, мой белый господин. Благодарю тебя, мой белый господин. Я уважаю. Вот, ключевая фраза была: я уважаю тебя, мой белый господин. И знаете что? Как вот вы думаете, смогла женщина это сделать? Причем, что ей объяснили, что это игра. Поиграй, сделай. Смогла она? Напишите в комментариях ваш вариант. Конечно же нет. И она сама не ожидала от себя этого. Ее как будто бы сковало. Он говорит ей: что ты сейчас чувствуешь? А она в шоке от того, что она вся заморозилась, и действительно тело останавливает. И вот в такие моменты упражнений, терапевтических разных проигрываний, люди и начинают осознать, где вообще собака-то зарыта и что вообще происходит. И действительно у нее не получилось. Дальше, естественно, там был определенный взрыв эмоций. Терапия — это не просто про осознание. Осознание — это вот к нумерологам. Они говорят причины, да, очень часто совпадает то, что они говорят. Я, в принципе, верю во все это. Но решения они дают на словах, которые не действуют. Дальше было решение. У нее вскрылись чувства. Она начала бунтовать и выражать свой протест. И на вопросы его: что ты чувствуешь, что с тобой происходит, и ты вообще как к миру относишься? Она отвечала, что она не согласна с тем, что мир к ней так несправедлив. И дальше были еще там разные вопросы, и закончилось все тем, что, оказывается, ей кажется, что мир крутится вокруг нее. Вот в чем была глубина, то есть раздутое эго, эгоизм, эгоцентричность, нарциссическая личность. Я могу вас закидать этими сложными психологическими терминами, но не буду, дальше остановлюсь. Итак, что я предлагаю вам сделать, если вы как раз-таки та женщина, девушка, которая одинока и устала от одиночества и хочет наконец-таки счастливых семейных отношений? Я предлагаю вам как раз-таки поиграть в эту игру. В идеале, если вы сделаете вот этот жест с реальным мужчиной в жизни, тогда вам просто 5,
и у вас 100% что-то изменится. К слову, у той девушки из примера, у женщины, а группа терапевтическая, она длится долго, она через 2 месяца сообщила о том, что у нее начался новый этап жизни. Мужчина, который с ней встречался до этого, вернулся к ней, и они через 2 месяца сыграли свадьбу. Это было очень быстро, феерично, но это очень яркий, запоминающийся пример, и он реальный из жизни. Поэтому, если вы отличница или если вы очень целеустремленная, попробуйте, вы ничего не потеряете. С реальным мужчиной, любым, хоть с парковщиком, хоть с вашим школьным другом, подходит вообще любой, кроме вашего папы, потому что с папой это более деликатно, тонко. С папой тоже делают, безусловно, и поклоны, и вообще, более еще такие глобальные техники, но для этого нужна особая подготовка. Поэтому возьмите любого мужчину, кроме папы, кроме брата, кроме дяди, кроме родственника, чужого, и реально сыграйте с ним. Я тебя уважаю, спасибо. Я тебя уважаю, спасибо. За что спасибо, можете спросить вы. Просто за мужскую силу. Мужчина любой – это олицетворение всех мужчин одновременно на земле. Каждая женщина, я, ты, все мы – это олицетворение женщин. И поблагодарить мужчину за мужество, за то, что он представляет. Когда мы 23 февраля всех поздравляем, мы же поздравляем часто и тех, кто вообще не имеет никакого отношения к войне. Почему? Потому что они олицетворение мужественности. Сделайте поклон мужчине. Если вдруг вы понимаете, что вас сковывает, не можете, стесняетесь, хотите сделать какое-то движение, но не готовы на такой яркий шаг, тогда все проще. Представьте, закройте глаза, представьте, что перед вами стоит мужчина, желательно тот, с которым вам было трудно, и сделайте вот этот жест. Спасибо, я уважаю тебя, я благодарю тебя. Спасибо, я уважаю тебя, благодарю тебя. И наклонитесь. И понаблюдайте, что происходит в вашем теле. А дальше отпустите это все и ждите приятных изменений в вашей личной жизни. До встречи, удачи. Желаю всем женщинам в этом мире иметь отношения, потому что именно в отношениях мы можем быть максимально счастливы. Пока.